Счастья посылаю вам. Нежного счастья, любви. Полнолуние в Стрельце – это счастье в любви. Такой вот общий смысл счастья в любви. В любви к своей профессии, в любви к своим детям, в любви к своим близким, в любви к самой жизни. Вот такое полнолуние. Я вам посылаю вот это счастье в любви. Ну а слышу счастье, вижу Розану. Конечно же, правильно. Ставлю красивый, счастливый лайк. И смотрим с вами положение, которое в полнолуние 14 июня. Полнолуние 14 июня в знаке зодиака Стрелец. Ну да, полнолуние – это всегда ты подводишь какой-то итог. Что-то, какой-то период у тебя завершается. Но не в это полнолуние. Это совсем не про итоги. Нет итогов, не подводятся итоги по стрельцам. Это только все всегда начинается. Юпитер – управитель знака зодиака Стрелец. И когда здесь происходит полнолуние, это все только начинается. Но начинается и продолжается в течение вот 2 недель, а то и до следующего полнолуния, в течение даже месяца. Набирая обороты позитива в Стрельце, управляемым Юпитером, самой позитивной планетой. Вот это полнолуние, когда ты только все начинается, ты только начинаешь набирать эти обороты. Но ты получаешь этот позитив, не что-то тебе падает с неба. Ты этот позитив должен почувствовать, создать, сделать, услышать, узнать сам. Вот в чем суть этого полнолуния. Поиск вот этого любви и счастья, поиск самого себя. Всегда начинай с самого себя. Поиск смысла жизни. Это полнолуние в Стрельце. Поиск смысла жизни. А его, может быть, и нет, этого смысла. Но ты его ищешь. Что? Вот только все начинается. То есть ты ищешь себя, ищешь смысл жизни. Хочешь какую-то вот такую цель своей жизни определить, нащупать эту цель, приблизиться к ней. То есть только все начинается. Философия, мудрости, познание. Вот это все полнолуние 14 июня в знаке зодиака Стрелец. Еще раз и еще раз. Познание, философия, мудрости. Стрельцами управляет Юпитер. Юпитер – это планета большого счастья. И у нас полнолуние происходит под управлением большого счастья. Само большое счастье, то есть Юпитер, находится в знаке зодиака Овен. И там ему настолько начало, первый знак. Там настолько хорошо Юпитеру находиться, располагаться, потому что все, что Юпитер показывает, делает, вот откуда-то издалека, откуда-то из-за тень какая-то, он не открыто тебе расписывает все пункты счастья, удачи, успеха, радости, философии. Сам, если ты услышишь, вот так вот Юпитер, но так как он находится, сам по себе Юпитер находится в знаке зодиака Овен, это жажда это увидеть и услышать, жажда что-то попробовать, начинать, почувствовать, чему-то новому научиться. Это жажда, потому что первый знак, гороскоп начинается с первого, с Овна, и сейчас там находится вот этот мудрец, Юпитер.
управитель там, где будет полнолуние. Вот поэтому, да, все только начинается. Чувство уверенности и комфорта к тебе придет только тогда, когда ты найдешь самого себя, познаешь самого себя. Самый длинный путь – это путь к самому себе. Самое сильное, нужное, ценное знакомство – это знакомство с самим собой. В каждом есть абсолютно огромный потенциал. В каждом человеке есть потенциал. И чем больше ты к себе поворачиваешься, чем больше ты к себе прислушиваешься, чем лучше ты себя познаешь и знаешь, ты можешь раскрывать этот потенциал. Познать себя, найти цель, найти свою миссию, приблизиться к какой-то своей цели, идее, к желанию, потому что этот процесс запустить надо. Вот такое несложное, непростое, а необычное. Вот оно, необычное абсолютно полнолуние. Дальше. Вот чувство уверенности придет к тебе, когда ты вот что-то начинаешь уже нащупывать, что ты на какую-то линию уже выходишь, ты приближаешься к чему-то. А к чему ты приближаешься? Познать себя, познать цель своей жизни, смысл жизни. Хотя, может быть, его смысла жизни – это в самой жизни. Дальше. Полнолуние в Стрельце – это такой период, когда ты смотришь с надеждой, вот ты с надеждой смотришь, вот ты знаешь, что вот надеешься на то, что обязательно все получится. И невзирая ни на какие трудности, это вот этот смысл полнолуния. Ты смотришь с надеждой, ты знаешь, что у тебя получится, невзирая ни на какие трудности. Ну вот так себя ведет Юпитер. То есть вот такое полнолуние в Стрельцах. Очень сильное полнолуние, потому что сам Юпитер, управитель Стрельцов, находится в знаке зодиака Овен. Там, где есть жажда жизни, вкус жизни, интерес жизни. Хочется начать попробовать. Даже если и не получится, ну и что? Следующее – это вот такое начало всего. Все только начинается. Следующее. Философия и мудрость этого полнолуния, да, философия и мудрость, потому что отвечает Юпитер. Философия и мудрость этого полнолуния – сделать счастливых те, кто счастлив в несчастье. Сейчас все расшифрую. Кто услышит? Есть огромная категория людей, кто вот это вот в несчастье, когда тебе в несчастье никак не можешь выбраться, тебе нехорошо, ты не понимаешь, жизнь несправедлива. Вот в этом несчастье ты счастлив. Услышьте. Кто услышит? Значит, это просто пришло время. Кто не услышит, это не потому, что хороший или плохой. Время не пришло. Так вот, именно это полнолуние выбраться и стать счастливым там, где ты был, думая, что ты счастливый, но ты возился совсем на другом уровне. Многие на протяжении больших отрезков жизни вот в этом своем несчастье счастливы, потому что проживают огромный кусок жизни вот в этом вот негативе. Не может быть полнолуние в Стрельце в негативе, не может быть. Это под Юпитером. И вот это полнолуние помогает тем, кто готов. Тот, кто услышал своего учителя. Когда ты готов, ты учителя своего видишь, ты слышишь, ты его знаешь, он к тебе придет, когда ты готов. Когда ты готов. Так вот, именно это полнолуние
услышать вот эти тонкости. Вот эти тонкости. В том негативе, в котором ты находишься, большую свою часть. Ты разочарован, ты не доверяешь жизни, ты озлоблен, ты в зависти, в раздражительности. Вот в этом ты счастлив. Ты себе сам создал мысли, сам себе, хозяин, ты своих мыслей. Ты своей головы хозяин. Ты сам себе создал вот это, и ты в этом прям, ты счастлив в этом. Так вот это полнолуние показать тебе другие стороны этого явления, как полнолуние в Стрельце. Другие стороны. Счастливым быть по Юпитеру, счастливым быть, позитивным быть в счастье, а не в несчастье. Вот такое уникальное полнолуние. Да, вот желтого цвета, цвета жизни, цвета солнца, цвета Юпитера, оранжевое. Ну, где-то может быть и красное, потому что красное это больше Марс. Но так как это полнолуние у нас в Стрельцах, а Юпитер находится в Овне, то и красное здесь пойдет. Вот оно о любви, о счастливой любви, это полнолуние. Ничего, никаких итогов подводить не надо. Никаких даже выводов делать не надо. Надо поменять ход своих мыслей, поменять ход направления из обозленности, разочарования, уныния, зависти, превратить вот это состояние в полнолуние в знаке зодиака Стрелец, в позитив, в любовь, в счастье, в удовольствие, совершенно запустить другие энергии, вот с этого, запустить, то есть начать сначала. Кто-то даже, может быть, захочет просто перевернуть страницу своей жизни и начать все сначала. Но всегда начинаешься с самого себя, начинать с самого себя. Вот такое полнолуние почувствуется по состоянию здоровья. Кто-то, может быть, почувствует печень, выбросы какие-то печени. Оно немножко отражается, особенно если ты в негативе, особенно если ты в озлобленности. Очень сильный дает выбросы печень. И большие сильные выбросы будут также все, что связано с костью. Вот ломает кость. Причем кость, знаете, какая? Локтевая, коленная, копчик. Вот это вот кость. Но не сам позвоночник, но не сам вот этот стержень, нет. А именно вот такие части кости. И, конечно, в этот период, ну хотя бы, если есть такая возможность, избежать не делать никаких серьезных операций. Это 14 числа полнолуния, ну вот начиная где-то уже с 12 и может быть до 17 вот этот период, если это не плановая такая операция, то лучше не делать. И с зубами точно так же лучше отложить, если есть такая возможность. Или другие какие-то операции. А уже после 17 можно делать. Ну что, мои хорошие. Каждому из вас вот на это полнолуние желаю и посылаю повернуться к себе, услышать себя, увидеть себя, познакомиться с самим собой. По Юпитеру, по такому чудесному полнолунию наше тело нам дает все сигналы. Слышать эти сигналы. Если ты понимаешь, что тебе вот не хочется куда-то идти, настолько не хочется, на какую-то нелюбимую работу. Не надо все бросать и закрыть, хлопнуть дверью и уйти. Нет, это не этот метод. Найти. Вот именно в этот период найти под свою мысль, под
тянуть к тому, что я могу изменить. Не предавать свое тело, которое дает сигналы. Вот оно тебе дает, твое тело, твоя душа, оно тебе дает сигнал, что ты не хочешь, а ты его предаешь. Помочь разобраться, а что я могу поменять, как я могу поменять, что я могу изменить. Да, может быть, это и время возьмет, но и что? Но ты уже про это задумался. Отношения, которые у тебя никак не складываются, или отношения, которые тебя совсем заводят в тупик. Что я могу с этих отношений сделать? Вот мне все мое здоровье показывает, тело показывает, как никогда вы сможете вот именно почувствовать вибрации своего внутреннего состояния. Это самое сильное и полнолуние, и все, что даже когда и новолуние будет в знаке зодиака Стрелец, это очень сильное, это такое очень сильное внутреннее состояние, которое тебе говорит. Вот печень тебе очень хорошо покажет, вот эти выбросы тебе сделает. Да, вот такое полнолуние. Полнолуние, которое, во-первых, счастливое, любви в нем много, так как находится в знаке зодиака. Управитель этого полнолуния, Юпитер, находится сейчас в Овне. Это полнолуние все только начинается. Бесконечно вас всех уважаю. Огромное всем спасибо за лайки, за поддержку канала. Все, кто хочет поддержать канал, оставляю ссылочки. Бесконечно вас уважаю, обнимаю, счастья посылаю вам. Счастье в любви, вот в таком общем понятии любви. Обнимаю вас.